дышать шумом. Времена, когда появляется одно имя не из заголовков, не из споров, не из пресс-туров или вирусных твитов, а из эхо музыки, которая отказывается игнорироваться. Это был один из таких моментов. Это был момент Чингука. Пока миллионы поклонников ждали в тихом ожидании, пока глобальный музыкальный мир занимался своими делами, и пока Чингук оставался вне центра внимания, далеко в своих военных казармах, мир помнил. Более того, мир чествовал его. Неожиданная честь пришла от Apple Music, одной из самых мощных цифровых музыкальных платформ на планете. Они выпустили список, который застал мировое сообщество врасплох. Это был не чарт. Речь шла не о стриминговых сервисах или продажах. Это было кураторское признание, чествование артистизма, изящества и вечного звука. Список назывался «Альбомы, достойные Мет-гала». Название символично, потому что Мет-гала — это не просто событие. Это декларация высокого мастерства, безупречной презентации и бесстрашного самовыражения. Это сцена, зарезервированная для тех, кто переосмысливает красоту, стиль и влияние. Чтобы альбом назывался «Достойным Мет-гала», он должен быть в залах элитного искусства. В этом списке вы найдете такие имена, как Бейонсе, Тейлор Свифт, Гарри Стайлз, Лана Дель Рей, SZA. И затем есть одно имя, которое выделяется — Чингук. Единственный азиатский артист-мужчина в этом списке. Единственный кореец. Единственный, кто не говорит, потому что говорит его музыка. Путешествие в тишину. В этом моменте есть тихая ирония. Пока мир поет ему дифирамбы, Чингук молчит. Не по своему выбору, а по долгу службы служит своей стране в южнокорейской армии. Никакого активного продвижения. Никаких интервью. Никаких шоу. Никаких появлений в СМИ. Но каким-то образом его музыка находит способ проявиться. Это не результат пиар-кампании. Не толчок маркетинговых долларов или манипуляции алгоритмами. Это чистый резонанс. Нефильтрованный. Признание, рожденное искренностью, а не трюком. Голдерн больше, чем просто дебют. Голдерн — это больше, чем первый сольный альбом Чингука. Назвать его дебютом кажется слишком маленьким. Это не первый шаг, это прыжок. Прыжок в индивидуальность. Прыжок в мировое искусство. Прыжок в музыкальную свободу. В 7 треках, от чувственного попа с магнитными хуками до элегантного фанка, вызывающего дух классической эпохи, до экспериментальных треков и интимных баллад, Чингук демонстрирует не только свой голос, но и свое видение. Он привлек продюсеров со всего мира. Он написал историю тоски, желания, уверенности и меланхолии, все это собрано в целостную, художественную и аутентичную работу. Никаких трюков. Никаких наполнителей. Только чистое выражение. И, возможно, именно поэтому Голдерн попал в список Мет-гала, потому что этот альбом был создан не для того, чтобы впечатлять, а для того, чтобы объединять. И он это сделал. Момент для ARMY, для Азии, для всего мира. В течение десятилетий мировая музыкальная индустрия доминировала западными артистами. Преодолеть этот барьер для азиатского артиста-мужчины — редкое достижение. Сделать это без продвижения, служа в армии? Почти невозможно. Но Чингук это сделал. Он не просто ворвался на мировой рынок, он переписал стандарты артистизма. Он стал эталоном не только для корейских артистов или к-поп, но и для всех, кто считает, что качество выходит за рамки географии. Чингук доказал, что выход на мировой уровень — это не просто владение английским. Дело не в том, откуда вы родом. Не в том, чтобы побить рекорды. Для ARMY это не просто гордость. Это личное. Они наблюдали, как Чингук вырос из застенчивого подростка в выдающегося исполнителя. Они видели сомнения, неуверенность, неустанную трудовую этику. И теперь в его молчании его чтят так, как мало кто из артистов. Дело не в трофеях.
Это подтверждение. Подтверждение того, что путь Чингука что-то значит. Что мир наконец-то слушает не только самые громкие голоса, но и самые искренние. Это только начало. Что произойдет, когда он вернется? Какое искусство он создаст? Какие этапы он покорит? Одно можно сказать наверняка — это не конец. Это основа. И отсюда Чингук не только поднимется, он перепишет определение того, что значит быть звездой. Послание всем. Чингук не просто артист. Он — история роста, дисциплины, грации и совершенства. Он напоминает, что упорный труд говорит громче, чем шумиха. Что музыка сильнее границ. И что иногда молчание — самое громкое заявление. Сегодня мир дарит ему цветы не ради моды. Не ради зрелища. А ради искусства. И пока он продолжает свой путь, ясно одно — это только начало.